Здравия желаю, товарищ генерал! В ближайшие несколько минут вы узнаете, как играть в World of Tanks Generals – карточную стратегическую игру. Здесь бой идет 1 на 1, и чтобы победить, нужно уничтожить штаб противника. Но внимание! Это нужно сделать за отведенные вам 15 минут. Самое главное в игре – это штаб. Это ваша ключевая карта, которая находится в левом нижнем углу поля. Штаб противника в противоположном. При розыгрыше карт расходуются ресурсы. Их количество, необходимое для размещения карты на поле боя, указано в ее верхнем левом углу. Ресурсы начисляются в начале каждого хода. Их количество, доступное в первый ход, равно приросту ресурсов штаба. Если у штаба прирост равен 5, то и на 5 единиц вы сможете выставить карты на поле. В конце каждого хода количество ресурсов обнуляется. Чтобы увеличить прирост ресурсов, разыграйте на поле карту, у которой в правом верхнем углу есть цифра. Это количество дополнительных ресурсов, которые принесет эта карта в следующем ходу. Но не все карты обладают таким свойством. Будьте внимательны. Всего в колоде у вас будет 4 типа карт. Штабы, техника, приказы и взводы. Основная ваша сила на поле боя – это техника. Розыгрыш техники можно производить только на 3 клетки вокруг своего штаба. Это плацдарм. Если он занят своей или чужой техникой, вы не можете поместить туда вашу карту. Вся техника может передвигаться по полю боя. Для многих это 1 клетка по вертикали или горизонтали за ход, но есть исключения. О них чуть позже. Также танки могут атаковать и контратаковать, наносить ответный удар после хода противника. Количество урона, который наносит техника, указано в нижнем левом углу. Прочность чуть ниже. Вся техника делится на 5 классов. Легкие, средние, тяжелые танки, ПТ-САУ, САУ. И у каждой есть свои особенности. Легкие танки, отмеченные на карте ромбом, могут быстро перемещаться по игровому полю. За 1 ход на 2 клетки по вертикали и горизонтали. Это позволяет сразу после вывода на плацдарм начать движение, освободив место для других карт. В бою можно подъехать к противнику, атаковать его и отъехать. Средние танки, отмеченные на карте ромбом с 1 полосой, отличаются хорошей огневой мощью и мобильностью. Кроме стандартных передвижений, они могут переместиться на диагональную клетку за 1 движение. Тяжелые танки, отмеченные на карте ромбом с 2 полосками, не могут контратаковать, если атаковали в свой ход, но это компенсируется высокой прочностью и огневой мощью. ПТ-САУ, отмеченный на карте треугольником, при атаке противника наносит повреждения первой. Если урона ПТ-САУ достаточно для уничтожения танка, он погибает, не успев ударить по вашей карте. САУ, отмеченные на карте квадратом, могут атаковать любую технику противника, к которой вплотную стоит ваша другая техника на всем поле боя. Но можно ударить и по вражескому штабу без необходимости засвета. Артиллерия не получает контратак, но и не контратакует сама. Приказы — это карты специального действия, отмеченные восклицательным знаком. Сыграв такую карту, вы получаете преимущество разового или длительного характера. Но карта сразу же отправляется в потери, а значит, ее невозможно сыграть второй раз. Самым простым примером приказа является карта «Бей врага». Она позволяет нанести 1 повреждение любой технике или штабу противника. Карты взводов — это пехотные подразделения, которые вы призываете на помощь своему штабу. Они разбиты на 2 вида – атакующие и защитные. Атакующие взводы усиливают огневую мощь штаба, а защитные принимают на себя урон, направленный на штаб. Ну что, генерал, вы готовы сразиться? Тогда сделайте свой первый ход прямо сейчас.